Всем добрый день, я Наташа Комиссарова, добро пожаловать на мой канал. В сегодняшнем видео мы рассмотрим с вами очередную пряжу от Drops, это хлопок. Хлопок, который является плодом любви Drops Loves You 7 и Drops Париж. Как вы догадались, это пряжа Drops Loves You 8. Почему же такое сочетание? А сочетание это потому, что Drops Loves You 8 является классическим хлопком 8 на 8. Таким же классическим хлопком является Drops Loves You 7, только это 8 на 4 нитка. Нитка в 2 раза тоньше, чем нитка в восьмерке. Свойства она имеет практически такие же, только что она толще. И так, если у нас семерочка это группа А по толщине, то восьмерочка это группа С, и она практически такая же по толщине, как Drops Париж. Именно поэтому это такая смесь, такой гибрид, можно сказать. В Drops Париж у нас 9 ниточек, и тут 75 метров, а в Drops Loves You 8 у нас 85 метров на 50 грамм, тоже стопроцентный хлопок. И здесь у нас 8 ниточек, не 9, как в Париже. Так, давайте посмотрим, что нам говорит про нее производитель. Как я уже сказала, 85 метров в 50 граммах. Производитель рекомендует спицы 5 миллиметров и группа по толщине С. Вот у нас рекомендации по стирке и соответствующие по толщине другие виды пряжи от Drops. Это Drops Air, Аляска, Альпака Букле и так далее. Big Delight, Big Merino и другие. Так, самое главное для меня, по крайней мере, это стирка в 40 градусах машинная, что очень приятно. Вот, кстати, у нас даже тут написано, что это Limited Edition Yarn, это пряжа, которая ограничена в выпуске. И это правда, точно так же, как и вся группа как бы пряж Drops Loves You. Это пряжа такая как бы нестандартная, скажем так, потому что она появляется время от времени и довольно быстро она уходит, она появляется в ограниченных каких-то количествах, и она не присутствует в постоянной линейке, в постоянном предложении Drops. Именно поэтому это все отнесено в как бы отдельную категорию. Когда идет распродажа хлопка в июле, у Drops есть такая распродажа, там, по-моему, 35% скидки. На эту пряжу, конечно же, нету скидок, потому что она и так постоянно самая дешевая. Стоит она около евро, может быть чуть-чуть дешевле, смотря в каком магазине вы будете покупать, но она самая дешевая из всех пряж, которые есть в предложении Drops. Итак, давайте теперь поближе посмотрим на саму ниточку. Ниточка у нас, как я уже сказала, состоит из 8 маленьких ниточек. Вот так это выглядит. Скручено довольно неплохо. Единственное, что, посмотрите, как и в Drops Париж, у нас здесь присутствуют катышки. Так. И если в Drops Париж это можно убрать и ничего потом не будет, то, к сожалению, в Drops, в классическом хлопке, в восьмерочке, эти катышки потом и так вылезут. Пряжа у нас такая, можно сказать, лохматенькая и, конечно же, будет закатываться. Точно так же, как и Drops Loves You 7. По свойствам они практически одинаковые. Так? Единственное, что это толще в 2 раза. Если поделить ее напополам, как я делала, например, то я получала пряжу 8 на 4, которую можно было вязать на спицах, например, 3. Вот у меня образец. Он не постиран и не поглажен. Я его вязала на пятерочке. Посмотрите, как он выглядит. Кажется, что полотно довольно такое дырявенькое, и это правда. Но если вы соберетесь вязать из полной нити что-то, то я вам очень советую это все-таки постирать, потому что эта пряжа раскрывается, и она забивает все вот эти вот пустоты, и она будет более плотная. Петельки тоже чуть-чуть выровняются, потому что сейчас мы видим, в принципе, они и так неплохо выглядят, но если так вот, например, сбоку так посмотреть, они
чуть-чуть идет рядность, но рядность такая вертикальная, я бы сказала, не горизонтальная. Так, но это потом все это выровняется, и петельки будут очень ровненько выглядеть. Поэтому обязательно свяжите образец под ваш образ как бы вязания, под ваш способ провязывания петель и под вашу стирку, чтобы посмотреть, как это все будет выглядеть. Вот так это выглядит. Изнаночная гладь такая, в принципе, петельки неплохо ложатся, ровненькая довольно гладь у нас идет. Так у нас выглядит ниточка. И давайте перейдем к нашим пунктам, к нашему списку параметров, которые мы будем обсуждать. И первое — это цветовая палитра. Цветовая палитра такая же, как и у всех видов пряжи Drops Loves You. У нас есть 7, 8 и 9. У них по 19 цветов, за исключением теперь Drops Loves You 7. Они в апреле выпустили апгрейд, скажем так, цветов, и их стало 38. То есть в 2 раза больше цветов, половина из них новых. Есть даже такие носочная пряжа, очень даже неплохая. Так что вряд ли, конечно, еще в магазинах она будет, но тут больше теперь цветов. Здесь так все пока и осталось. Те же 19 цветов. Цвета довольно приятные, они нежные. Для детского вязания, посмотрите, очень даже неплохо. Они такие приглушенные, спокойненькие, такие красивые пастельные тона. Но бывают и вот такие вот всплески радости, скажем так. Вы знаете, я когда их получила, я даже не поверила, что я такое заказала, потому что она у меня лежит уже года 2, я даже не знаю, в чем я ее могу использовать. То есть настолько яркая эта пряжа. На сайте, и когда я заказывала, конечно же, на фотографиях она не была такой яркой, но вот пришло такое что-то. Так что такое бывает. Это у меня цвет 10, это цвет 11. Такой голубой и бирюзовый, я бы сказала, цвет, но очень яркий. Так что за цветовую палитру я бы дала все-таки плюс. С узелками тоже проблем нет. Узелков в этой пряже нет особо. Встречаются очень редко, тоже большой плюс за это. С нитью тоже проблем нету. Равномерная, без каких-то распушений, хорошая скрутка, тоже очень все хорошо. Насчет цветов разных партий, к сожалению, дам плюс, но я не могу ничего сказать по этому поводу, потому что у меня цвета все с одной партии. И если я говорю про одну партию, я именно имею в виду одну партию. Я не знаю, как у меня так получилось, но смотрите. Этот цвет у нас 264, цвет 11. Партия 264. Этот цвет у нас 10, партия 264. Белый цвет номер 1. Партия 264. Такой серенький серо-бежевый цвет, светлый, 3, 264. Зелененький, такой мятный цвет, тоже приятный очень, 264, партия номер 9. И пройдемся, может, по синим еще цветам. Это такой темный синий, 264, опять же, партия, цвет номер 8. Тоже красивый цвет, 7. Опять же, у меня партия 264. Такой светло-синий, голубенький, такой тоже очень приятный. 264, партия, цвет номер 6. И такой совсем светло-голубой, такой стальной, по-моему, он называется. Это у меня другая партия. Потому что партию 264 я, наверное, вывязала еще раньше. Цвет 5, 94,79. То есть у меня как-то так получилось, что, может, потому что я заказывала все вместе. Но все вообще с одной партии. И это еще раз доказывает то, что они ограниченно выпускают эту партию. И, как вы видите, залежи этой партии, этой пряжи не остается. То есть она пришла, ее сразу раскупили, ее немного. И ввиду того, что она дешевая, она очень даже неплохо расходится. Итак, давайте теперь перейдем к изделиям. Итак, узор. Узор у нас выглядит вот так. Это лицевая гладь. Лицевая гладь довольно ровненькая. Вот так вот очень на эту сторону видна эта вот рядность, о которой я говорила. Видите? В мериносе точно так же это выглядит. Но здесь она, по крайней мере, потом выравнивается. И такого, ну, я это вижу, мне это не очень нравится.
А так, в принципе, очень даже ровненько. Она не так ровно ложится, как, например, Drops Париж, но тоже ровненько, тоже хорошо. Здесь у нас изнаночная гладь, все без проблем. Единственное, что если вдруг вы тоже будете делить пряжу точно так же, как и я, то не забудьте замотать пряжу обратно, если вы размотаете клубок, потому что если вы так сделаете, у вас будет вот такая же тоже косина. Это мой первый опыт разделения пряжи, и поэтому пряжа здесь косит. Плюс я связала это на спицах 2,5, это очень все-таки плотно для этой пряжи. Надо было на троечке, и вот, например, на снуде я уже связала нормально на тройке и нормально все это замотала обратно в клубок. И здесь никакой косины нету, все прекрасно выглядит. Так, с другой стороны у нас другой цвет. Вот, пожалуйста, он двойной, как и шапочка я сделала. Так что с лицевой гладью тут проблем нету. Так, все выравнивается, все пустоты заполняются, все хорошо. Резинка. С резинкой, конечно же, это хлопок, классический хлопок. И, конечно же, резинку держать она не будет, эта пряжа. Вот так у меня выглядит варежка. Это такой экспериментальный, можно сказать, образец. Мы их никогда не носили, потому что их носить невозможно. Резинка здесь, она вообще не эластичная абсолютно, она чисто декоративная, она не растягивается, и надеть на руку ребенку это довольно сложно. Поэтому я просто здесь как бы тренировалась и расчеты делала по тому, как делать индийский клин, пальчик. Но мы их не носили практически, даже если видите, даже цвет чуть-чуть другой. Так что резинка здесь чисто декоративная. В принципе, так же, как и в Drops Loves You Seam. Итак, что у нас по ВТО, по обработке? После ВТО петельки у нас выравниваются, как я уже сказала. Параметры сохраняются, может подсядет как-то минимально 1-2%, но потом в процессе носки это все и так вернется на свое изначальное положение, так что я бы не сказала, что здесь параметры как-то сильно меняются. Стирка машинная. Машинная стирка, конечно же, возможна, но если вы хотите, чтобы изделие вам прослужило дольше, то все-таки стирайте на используйте параметры, которые нам рекомендует производитель, то есть 40 градусов, деликатная стирка лучше всего, потому что я стирала все это на 60 градусах, абсолютно со всеми майками ребенка хлопковыми, и изделие просто заношено. Оно, правда, носилось почти 2 или 1,5 года, так что, вот такой вот результат у нас есть. Так что, если хотите хорошего результата, то стирайте очень бережно эту пряжу. Она больших температур не выносит. И ничего с ней, конечно, не станет, но она очень быстро заносится и залохматится. Потому что здесь видно, как она, какие тут катышки тоже, видите? Все вот это вот. Вот это идет. Так. Цвет после этого тоже у нас не меняется. Как он был, так он остался. Вода абсолютно такая же остается, так что ничего тут не закрашено. И давайте тогда перейдем еще к практичности. Про практичность я уже сказала с катышками. Катышек много, она закатывается. Можно, конечно, это все убирать. Я специально это не убирала. Это свежепостиранное изделие. И, вы знаете, даже тут не проблема, я бы сказала, в катышках. Катышки там сами себе их можно убрать, тут не так это как бы все ухудшает, но ухудшает все то, что вот видите, она такая, это все выглядит небрежно. Так вот со временем это все-таки точно так же, как и пряжа Drops Loves You Seam, она все-таки такая нехорошо это выглядит. То есть для детского изделия год поносил и все, а для взрослого все-таки она не очень будет хорошо выглядеть. Точно так же шапочка. Вот она у нас, моя экспериментальная, можно сказать, первая бини. Но, опять же, тоже это не очень хорошо выглядит. Более того, шапочка, конечно, не очень удачная, потому что она разносится, но вот так вот сейчас она довольно жесткая. Так, и полотно после стирки, особенно если вы стираете в 60 градусах, оно будет жестким. Это жесткое. Варежки тоже жесткие, то есть оно не эластичное, не для аксессуаров, я бы сказала. Плечевые изделия, да, можно сказать, что можно вязать.
конечно же, стирая так, как вам нужно. А лучше всего стирать это в 40 градусах. Если для детских изделий, то можно, конечно, и в 60 стирать, потому что много детских изделий стирать руками или в 40 градусах, то тоже так себе удовольствие. Насчет цвета, посмотрите. Шапочка выгорела немножко, она стиралась больше, по-моему, чем снуд. И видите, что результат налицо. То есть здесь есть изменение цвета очень даже заметное, я бы сказала. Вот у нас оригинальный моток. Здесь не сильно поменялся цвет, а здесь все-таки шапочка чуть-чуть пожелтела, выгорела. Но даже на примере снуда, вот посмотрите, если мы возьмем вот снуд, если мы возьмем вот эти варежки, которые практически не носились, так они связаны из одной и той же партии, то видно тоже разница в цвете. То есть это чуть-чуть все-таки пожелтело, оно изменился здесь цвет. То есть со временем цвет тоже не особо сохраняется. Что же нам можно вязать еще из такой пряжи? Насчет аксессуаров я уже сказала. Насчет плечевых изделий зависит от вас. Хотите ли вы иметь такое плечевое изделие с такими эффектами? Но, например, точно так же, как в случае с Drops Paris, можно из этого вязать всевозможные предметы домашнего обихода: корзиночки, коврики, пледы, наволочки на подушки, подставки под что-то, то есть какие-то вот мелкие небольшие изделия, потому что все-таки нитка это довольно толстая и довольно специфическое изделие было бы, оно было бы довольно тяжелое, так что зависит все-таки от вас, какой результат вы хотите. Если мы посмотрим на сайт производителя, что нам Drops рекомендует вязать из этого, то опять же он нам особо ничего не рекомендует вязать именно из этой пряжи, потому что это пряжа ограниченного выпуска, но все рекомендации идут именно по пряже Drops Paris. Так, то есть они абсолютно взаимозаменяемые, эти пряжи. А там есть и какие-то даже свитерки есть, и всякие там ажуры. Ажурами, думаю, неплохо бы это все выглядело, кстати. По крайней мере, не было бы видно вот это вот такое непонятно что на глади. В ажуре это все выглядит, как бы не то что сливалось даже, но так тушевалось, мне кажется. Так что с ажуром, думаю, эта пряжа все-таки лучше было бы. Или в каком-то узоре лучше бы это все выглядело. Резинка, видите, выглядит неплохо. Думаю, что любой другой узор тоже бы неплохо выглядел. Итак, какой у нас результат? А результат у нас 2,75. В принципе, недалеко ушло от Drops Loves You 7. Там у нас 2,5 было. То есть пряжа, она практически одинаковая, только что толще. Такой у меня обзор. Спасибо большое за внимание. Надеюсь, это было кому-то полезным. Решить, покупать, не покупать пряжу, что с ней делать, как ее стирать и так далее. Решать вам, конечно же, вам вязать. Спасибо большое за внимание и до новых встреч!